Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. Мой канал «Сделано в Казахстане» – это источник информации о героических страницах истории казахского народа. Досмотрите данный ролик до конца и обещаю, что узнаете не только много новой, но и самое главное – интересной информации. В комментариях к своим видеороликам мне очень часто задают вопрос: кем же на самом деле был великий потрясатель вселенной Чингисхан – монголом или казахом? И сегодняшний мой ролик я хочу посвятить именно этой теме и привести только ту версию, которую поддерживаю лично я сам. Не только поддерживаю, но и хочу обосновать, либо привести в свое обоснование этой версии несколько аргументов. Сразу же хочу сказать, что данное видео является результатом моих личных размышлений и поисков в данной области. Приводить биографию великого Чингисхана я не буду, так как ее почти наизусть знают сегодня почти все. И интерес к личности Чингисхана был и остается до сих пор неувидаемым. Это далеко не случайно. Недаром даже ЮНЕСКО признала Чингисхана человеком нашего тысячелетия. Итак, кем же был Чингисхан, монголом или казахом? Хотя сама постановка этого вопроса уже изначально неверна. Ведь в ту эпоху, когда жил великий Чингисхан, не было понятия национальность или народ. Люди жили родами, племенами, многие из которых сохранились до сих пор, многие же стали ядром формирования нескольких современных народов. Или же люди относили себя к какому-нибудь государственному объединению, как, например, в Китае население называло себя по имени правящей династии: джоуцы, ханьцы, маньчжурцы и так далее. И основываясь на этом, я считаю, что великий Чингисхан, обратите внимание на эту фразу, я считаю, что великий Чингисхан был казахом по занятию и тюрком по происхождению. Эти два момента я постараюсь вам, уважаемые слушатели, обосновать раздельно, чтобы было вполне понятно. Итак, почему же Чингисхана я считаю казахом по занятию? При этом давайте не будем забывать о том, что термин «казах» исконно в степи от берегов Тихого океана до Дуная всегда обозначал искателя приключений, вольного, независимого человека, самостоятельно избравшего свою судьбу. Теперь послушайте мои аргументы. Почему же я считаю Чингисхана казахом по занятию? Известно, что Чингисхан в очень раннем детстве, приблизительно 8 или 9 лет, лишился своего отца Ясугей-Бахадура, который был предательски убит воинами соперничавшего с ним племени. Дальше жизнь юного Темуджина, как вначале звали Чингисхана, пошла по касательной вниз. Вначале он лишается всего имущества, затем от него уходят слуги его отца, и в конце концов он даже сам лишается свободы и попадает в рабство. Но Темуджин был слишком свободолюбив и горд, и вскоре ему удается освободиться от оков и бежать из рабства. Что же делает он дальше? Дальше Темуджин создает свою группировку, которая вначале состояла из 4 человек, но потом, по мере его побед, стала расти. С этой своей группировкой, или же можно даже сказать бандой, Темуджин совершал набеги на соседей, угонял их стада, захватывал имущество. При этом никому из тогдашних степных правителей Темуджин не присягал и сохранял независимость. То есть Темуджин после бегства из рабства становится казахом и ведет жизнь казаха именно в том смысле, какой я приводил выше. То есть в смысле становится вольным искателем приключений и удалым молодцом. И эту жизнь искателя приключений, казаха, Чингисхан вел до конца своей жизни. Разница была только в том, что в юности у него было всего несколько воинов, а в зрелом возрасте уже сотни тысяч. Разграбление чужого имущества, захват чужих стад, табунов, независимость от кого бы там ни было, также стали постепенно вестись уже в другом масштабе. Таким образом, вкратце я постарался вам рассказать, почему же Темуджин считается мною казахом по занятию. Теперь перейдем ко второй части моего утверждения, что Чингисхан был тюрком по происхождению. Здесь гораздо сложнее, и здесь я хотел бы привести из огромного океана аргументов только 7 аргументов. Первый аргумент. Чингисхан просто физически не мог быть монголом. Просто потому, что тогда не было понятия «монгольский народ». Да и территория современной Монголии, как и территория современного Казахстана, на тот момент
назывались очень просто: Великая степь, Улу-Дала или же Сахара. В XII веке, когда только родился Чингисхан, в тогдашней Азии успели сформироваться только два этноса со своим языком и со своей культурой. Первый из них – это тюрки, многие из которых проживали на территории современной Монголии. И второй этнос – это дзиньцы, то есть это население империи Цзинь в Китае. Ну и тут понятно, что дзиньцам, то есть китайцам, Чингисхан точно не был. И остается тогда только тюрк. Второй аргумент. Отец Чингисхана, Ясугей-Бахадур, принадлежал к военной знати. Об этом говорит также его титул – Бахадур или Батыр. А традиция избирать руководителей племен и родов именно из рядов военной знати зародилась именно у тюрков. Недаром даже сам термин «тюрк» переводится как «носящий военный шлем». Сразу же следует здесь отметить, что в именах предков Чингисхана и у его соратников встречаются такие же приставки, как и у современных казахов: Батыр, Мерген, Шешен, Бек. Например, Нашин Батыр, Бултега Батыр, Бартан Батыр, Ясугей Бахадыр и другие. Это все говорит о том, что сам Чингисхан происходил из семьи, которая полностью относилась и жила по традициям тюркской военной знати. Третий аргумент. Чингисхан является тюрком, и это подтверждается многими историческими источниками, которые сейчас признаны во всем мире. Ну, давайте последовательно. Например, первый источник – это книга Джамаат Таварих или сборник летописей, которая была написана выдающимся средневековым ученым-историком Рашид ад-Дином по приказу праправнука Чингисхана Газана в 1300 году, то есть всего лишь через 70 лет после смерти Чингисхана. Здесь в своей книге Рашид ад-Дин пишет, что Чингисхан для придания себе славы стал называть себя и своих сторонников монголами, хотя исторически они были тюрками. Но и сразу же, исходя из этого предложения, хочу сказать, что тут термин «монгол» видоизменен и не обозначает народность либо национальность. Здесь очень все просто. Почему Рашид ад-Дин пишет, что племена, сторонники Чингисхана, хотя исторически были тюрками, хотели называть себя монголами? Очень просто. Чингисхан мечтал собрать в единое одно государство разрозненные, воюющие между собой степные племена и создать вечное государство Мэнгы-Ель. Вот отсюда и появляется термин монголы. То есть монголы – это сторонники политики Чингисхана по созданию Мэнгы-Ель. Либо же монголы – это строители Мэнгы-Ель. В подтверждение этой версии выступает и отрывок из слов Чингисхана при избрании его великим правителем, также приводимое Рашид ад-Дином. Перечисляя племена, которые с самого начала были с ним в походах, Чингисхан говорит: «Пусть те племена, что не бросили меня в дни моих поражений и разделяющие сегодня мою радость от восхождения на трон, будут вечным народом Мэнгы-Ель». Кроме того, в этой же книге Рашид ад-Дин приводит слова монголов к кипчакам, которые вместе с аланами выступали против них. «Эй, кипчаки, мы с вами одной крови, а кем вам приходятся аланы?» Видите, таким образом вот эти всего лишь три отрывка, которые я привел из книги Рашид ад-Дина, подтверждают мои слова о том, что Чингисхан был тюрком. Перейдем дальше к другим историческим источникам. Вот что пишет придворный историк багдадских халифов Ибн аль-Асир, живший в 1160-1234 годах, то есть он был современником Чингисхана. В своей книге «Аль-Камиль фи Тарих» или же «Полный свод всеобщей истории» Ибн аль-Асир пишет: «Гарнизон Самарканда сдался на милость великого Кагана Чингисхана. Они при этом сказали ему так: «Эй, Чингисхан, мы такие же тюрки из рода синего неба, и ты должен нас помиловать». То есть, видите, здесь также в письменном источнике, написанном современником Чингисхана, явно упоминается, что Чингисхан был тюрком, и об этом знали все тюркские племена, против которых он организовывал походы. Перейдем дальше к другим источникам. В историческом памятнике 15 века
Родословная тюрков, или же как она называется в оригинале, Тарихи Шаджраи Тюрк, которая была написана выдающимся историком и хивинским ханом Абулгазе, открыто говорит о том, что Чингисхан свободно говорил по-казахски, даже сочинял поэтические произведения на казахском языке. Причем дальше пишет Абулгазе, познания Чингисхана в казахском языке не были случайными, ведь по материнской линии у Чингисхана в жилах текла казахская кровь. Видите, это пишет Абулгазе в своей книге. И надо сказать, что Абулгазе это все написал не намеренно. Ведь он сам, будучи ханом Хивы, во время своего правления много лет воевал с казахским ханством. То есть в излишней любви к казахам Абулгазе нельзя обвинить. Но как историк Абулгазе был вынужден написать правду. И особо хочется отметить, что Абулгазе сам лично был прямым потомком Чингисхана. Видите, вот таким образом всего лишь несколько исторических источников подтверждают мои слова о том, что Чингисхан был тюрком. Четвертый аргумент. В самое трудное время будущий потрясатель вселенной Чингисхан, а тогда еще Темуджин, получил ведь первую поддержку именно от тюрков. Именно первым его поддержал правитель тюркоязычного племени киритов Тогрул, который даже назвал Темуджина своим сыном. То есть здесь ясно прослеживается осознание правителем киритов того факта, что Чингисхан его родственник, которого нужно поддержать. Кроме того, почти все племена, которые первыми поддержали Чингисхана в самом начале, были тюркоязычными, как и то, что почти вся армия Чингисхана состояла из тюркских воинов. Это объясняется тем, что вожди тюркоязычных племен с помощью отважного Чингисхана стремились возродить великую тюркскую державу. Иначе как объяснить то, что территория Монгольской империи Чингисхана почти полностью повторяет контуры тюркского каганата? Пятый аргумент. Все сыновья великого потрясателя вселенной носили тюркские племена. Сам Чингисхан, это имя Чингисхан, в переводе с казахского языка означает «лучезарный хан». И самое интересное, у монголов ни тогда, ни до сих пор, ни после, ни во время жизни Чингисхана больше таких имен не использовалось, в отличие от казахов. У казахов наоборот. В нашем народе до сих пор своим детям дают такие имена, как Шингисхан, Едыге, Едыге, то есть это Угидей, Сағынтай, то есть это Чагатай, Төлехан. Они до сих пор в обиходе. И тут возникает вопрос, если Чингисхан не был тюрком, а был монголом, почему же тогда потомки Чингисхана монголы не дают своим именам, а своим детям имена великих каганов? А казахи придерживаются этой традиции. Это явное доказательство того, что Чингисхан был тюрком, а казахи, как один из прямых потомков тюрков, сохранил традицию даже в названиях имен. Дальше хочу здесь же добавить, что в окружении Чингисхана почти все его соратники носили имена, в которых указывалась родоплеменная принадлежность. К примеру, это такие соратники Чингисхана, как Жалайыр Мухлай, Адай Туху, Дай Каран, Ад Буда и так далее. Это добавление, когда к имени человека добавляется его название его племени или рода, было также чисто тюркской традицией. И впоследствии эта традиция также смогла сохраниться у нас, у казахов. Вспомним, например, такие наши имена, как Карагири Кавамбай, Шапрашты Наурузбай, Дулат Толеби и тому подобное. Это тоже, на мой взгляд, кажется, доказывает, что Чингисхан был тюрком. Шестой аргумент. Вспомним описание Рашид ад-Дина избрания Темуджина великим правителем на Курултае. То есть был созван Курултай самых знатных, влиятельных феодалов степи, на котором все поддержали кандидатуру Темуджина, на котором Темуджин выступил со своей речью. Потом Темуджина поднимают на белой кошме самые влиятельные и уважаемые представители кочевой знати и дают ему титул «Великий Каган». И сразу же здесь хочу сказать, избрание правителем на Курултае, проведение самого Курултая, поднятие на белой кошме и даже сам титул Каган присущи только чисто тюркским племенам. У монголов таких традиций не было.
Впоследствии эти традиции также смогли сохраниться у казахов. И это также лишний раз подтверждает, что Чингисхан принадлежал к тюркской знати. И последний, седьмой аргумент. Общеизвестно, что после смерти Чингисхана его тайно похоронили и стерли с лица земли все следы захоронений, чтобы никто не знал, где покоится великий Каган. Но и даже эта традиция связывает Чингисхана с тюрками, которые исповедовали тенгрианство и хоронили своих покойников в тайных местах, о которых мало кто знал. Доказательством этого служат воспоминания европейского дипломата Плано Карпини, который своими глазами видел этот обряд в Золотой Орде. Плано Карпини в своих мемуарах описывает обряд захоронения знатного монгольского феодала в Золотой Орде. Когда этого феодала, после того, как омыли его тело, его сторонники увозят тело в степь, а затем возвращаются оттуда. При этом никто не знал, где был захоронен этот феодал. Видите? Вот такие мои аргументы в пользу суждения, что великий Чингисхан был казахом по занятию и тюрком по происхождению. Соглашаться с моими аргументами или нет, это личное дело каждого. Я же просто ознакомил вас со своей точкой зрения. Причем хочу сказать, что приблизительно такой же версии, как и моя, придерживаются известный исследователь истории Золотой Орды Владимир Белинский, автор исторической монографии о Чингисхане, доктор филологических наук Нурлан Мынбаев, известный профессиональный казахстанский историк Ерхан Мажик. И закончить свою лекцию я хочу словами Владимира Белинского и Ерхана Мажика. Русская история скрывала факт того, что Чингисхан является казахом. Это делалось для того, чтобы не признаваться в том, что в свое время русских покорили казахи, которые впоследствии вошли в Российскую империю и были подчиненными русских царей. Поэтому, чтобы не оскорблять свое национальное достоинство, российские историки всю славу завоевателей отдали далеким монголам. Официальное признание казахского происхождения Чингисхана, вероятнее всего, произойдет в самое ближайшее время. Пока еще Казахстан оглядывается на Россию и Китай, но казахи все же должны приложить все усилия для того, чтобы в мировой истории Чингисхан был указан как казах. Это нужно для того, чтобы встряхнуть самосознание казахского народа, показав им пример героических предков. Вот такие это замечательные слова. Подписывайтесь на мой канал «Сделано в Казахстане», и вы узнаете здесь то, что больше в других ресурсах не показывают. Не забудьте ставить лайки, писать комментарии и обязательно указывайте, какие еще темы вы бы хотели узнать из истории казахского народа. Делитесь тем, что вы узнали в данном ролике. Распространяйте это видео среди своих знакомых. Ведь нашей историей можно и нужно гордиться. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.